Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю инвертный сироп. Инвертный сироп является превосходным бюджетным заменителем, во-первых, глюкозного сиропа, патоки, также меда. Если кто-то не употребляет мед, инвертный сироп является также самостоятельным ингредиентом, который входит в состав многих десертов. Его свойство не кристаллизоваться в десертах очень помогает в приготовлении различных очень десертов. Это и глазури, и карамель различная, и леденцы, и зефир, и пастила, и также множество всяких тортов и пирожных. Итак, здесь у меня 500 грамм сахара, 225 грамм теплой воды, 1 чайная ложка лимонной кислоты и 1 чайная ложка пищевой соды без горки. Я заливаю сахар теплой водой. И иду сейчас на плиту и буду доводить этот сироп до кипения. На полном огне я сейчас доведу сироп сахарный до кипения. Я ничего здесь не перемешиваю. Итак, сироп у меня закипел. И я добавляю туда сейчас 1 чайную ложку без горки лимонной кислоты. И просто аккуратно все это перемешиваю. Лимонная кислота добавляется для того, чтобы именно не кристаллизовался сахар. Когда в сироп добавлена лимонная кислота, сироп начинает активно пениться, кипеть, но буквально через 20-30 секунд вся эта масса оседает, и мы сокращаем сейчас огонь, можно сказать, до минимума, и будем уваривать сироп теперь 30-40 минут на очень умеренном огне при закрытой крышке. Я сократила огонь до минимума. Из 9 делений на плите у меня я поставила 2-е деление сейчас. Я накрываю крышкой. Сироп уже очень умеренно кипит. Отверстие для пара я тоже закрыла, чтобы пар не выходил. И сейчас примерно 30 минут сироп у меня будет кипеть на очень слабом огне. Итак, у меня прошло теперь 30 минут. Я уже знаю из опыта, что на моей плите, в этой кастрюле, конечно же, с толстым дном, мне требуется примерно 30 минут для такого количества сиропа. Итак, температура сиропа достигла 110 градусов Цельсия. Сироп готов. Если у вас нет термометра пищевого, кондитерского термометра, вы возьмите капельку сиропа, остудите ее полностью на тарелочке и разотрите между пальцами. Если тянется у вас ниточка, то сироп готов. Я выключила плиту и добавляю туда 1 чайную ложку пищевой соды без горки. Чайная ложка без горки пищевой соды. Все это аккуратно перемешиваю. Сироп готов. Сода здесь нейтрализует лимонную кислоту. Сейчас в течение где-то получаса пена будет оседать после соды. Несколько раз перемешиваем в течение получаса этот сироп, чтобы пена просто ушла. Здесь у меня прошло примерно 10 минут. Пена практически уже вся осела. И я теперь, чтобы не оставлять его в кастрюле, сироп, я переливаю его уже в емкости. Сироп еще очень горячий, поэтому он очень жидкий еще. Но в кастрюле он может темнеть, потому что кастрюля еще очень горячая. И во избежание этого переливаю сразу уже в стеклянные емкости. Видите, пена еще есть. Хранится этот сироп превосходно при комнатной температуре, где-то в пределах 20 градусов Цельсия, в закрытой герметичной стеклянной посуде до 1 месяца. Если же в холодильнике вы будете хранить, 2-3 месяца в стеклянной, герметично, плотной, закрытой посуде он хранится. В холодильнике будет очень густым, его можно также разогреть на водяной бане. И вот такой он получается. Он еще здесь у меня не до конца остыл. И вот так он уже выглядит. Цвет такого и консистенция молодого очень меда. И это незаменимая часть многочисленных десертов и многочисленных компонентов разных тортов и десертов. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.